Друзья, всем привет! Вы на канале Biohacking Life. Сегодня у нас очень интересный эксперимент. Я уже давно хочу проверить большие дозы витамина С, как они будут влиять на мою кровь, именно на живую кровь. Я посмотрю свою кровь под микроскопом перед тем, как я сделаю эксперимент, и после того, как я приму очень большие дозы витамина С. И после этого будет видно, как он действует на кровь. Кроме этого, я хочу проверить также, как большие дозы витамина С действуют именно на сахар в крови. Для этого мы применим глюкометр. И это тоже будет интересно. Для меня это интересно, потому что во многих источниках стоит, что именно витамин С сильно завышает сахар в крови. У меня нету, слава богу, у меня нету сахарного диабета, но все равно мы можем это проверить просто ради интереса и для информации. Для эксперимента я использую натуральный витамин С. Витамин С я беру из амазонских плодов каму-каму. Это сухой, такой в сухом виде порошок. Его практически также и принимают, также и на амазонках его принимают. Самый интересный момент начинается, если мы, например, не будем сравнивать человека и примата, а сопоставим их как бы параллельно. Например, так же как и примат, обезьяны, так и человек, как бы мы не можем сами синтезировать витамин С в нашем теле. Поэтому мы должны постоянно его принимать вместе с пищей или в виде добавок. Ну вот, друзья, мы берем пробы крови для глюкометра, и одновременно мы возьмем сразу также и кровь для покровного стекла для микроскопа. Сразу, так сказать, два прокола мы сделали. Я одновременно и подогнал свой новый Lancet автоматически, поэтому практически и два прокола я сделал. Вот мы берем покровное стекло, капаем туда капельку крови. Это обычно всегда достаточно, чтобы посмотреть кровь. В этот раз сейчас мы берем кровь именно для того, чтобы проверить, как кровь выглядит перед нашим употреблением большого витамина С. Смотрим, сейчас ее сразу наглядно будет видно под микроскопом, как это будет выглядеть. Вот так обычно происходят эксперименты в лаборатории именно с живой кровью. Сразу на вот небольшом мониторе мы видим наглядно, как кровь течет. И сейчас я увеличу кровь уже на полный монитор, и вам будет нагляднее и лучше видно, и мы ее уже обговорим. Ну вот, друзья, на таком общем увеличении небольшом видна общая картина. Я специально выпил 1 стакан воды, такой же, как я выпью вместе с витамином С, для большей достоверности эксперимента. И все равно мы видим, что кровь достаточно сильно загущена, и мы видим такие характерные монетные столбики. На большом увеличении мы видим еще больше, еще лучше видим загущение крови, и к тому же мы можем видеть большое количество бактерий в крови. Это плохой знак, и это может также символизовать или показывать нам, что у нас плохой отток желчи. И он как бы отток желчи не справляется до конца с бактериями, поэтому они попадают в кровь. Ну вот, друзья, мы переходим к самому интересному моменту. Я сейчас начинаю принимать 4000 мг витамина С, вот такой порошок, как мы видим. У меня 250 мг чистой воды для того, чтобы размешать этот порошок хорошо.
Он, кстати, очень хорошо размешивается в воде. Единственное, его надо периодически размешивать снова, потому что он падает в осадок. Для того, чтобы получить 4000 миллиграмм витамина С, мне нужно 20 чайных ложек. Это такой достаточно долгий процесс, я немного перемотаю вперед. Ну вот, друзья, вот такая получилась у нас горка каму-каму порошка из этого фрукта. И мы видим, что это достаточно большое количество. Сейчас я хорошо это перемешиваю. Это тоже нелегко с таким количеством. И тут получается 20 чайных ложек. Это у нас, это получается у нас 100 грамм каму-каму порошка. И 100 грамм каму-каму порошка это 4000 миллиграмм витамина С. Долгий процесс размешивания мы немного ускоряем, чтобы не тратить время. И переходим к следующему. Вот такая получилась консистенция, друзья. На вкус каму-каму, именно сам порошок, на вкус он имеет такой кисло-горький вкус. Если это принимать в нормальных дозировках, то достаточно приятно, я бы сказал даже. Ну вот в этот раз я принял, конечно, очень большую дозу, и эту дозу я никому рекомендую. И вообще высокие дозы витамина С всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом, потому что это может быть для кого-то даже опасно. У каждого как бы тело другое, поэтому обращайте на это внимание. Мое видео именно для эксперимента, для наглядного эффекта, поэтому такие дозировки. Я вам это не рекомендую. Да, конечно, каждый последующий глоток вот этой смеси достался мне нелегко. Ну, чего не сделаешь для науки. И интересные факты еще между делом. Например, были сделаны исследования, что при употреблении больших дозировок витамина С, именно искусственного витамина С, получались образования камней в почках. И также были исследования, что также получаются и камни в желчном. Но в желчном не так часто, как в почках. И это тоже, как бы над этим надо тоже задуматься. Натуральный витамин С не исследовали, так как тяжело принять большую дозировку именно вот натурального витамина С. Сам процесс употребления витамина С занял достаточно много времени, поэтому мы ускорим этот видео, этот отрезок, и перейдем уже к следующему отрезку эксперимента. Какие были ощущения? Ну, интересное было ощущение в том плане, что я чувствовал, как будто открылось второе дыхание, как будто я пробыл в лесу весь день или как будто я сделал пробежку в лесу. Ну вот, друзья, 4000 миллиграмм витамина С я принял наконец-то. Самое время поставить лайк. И сейчас начнется самое интересное. После принятия 4000 миллиграмм витамина С, подождав 2 часа, аскорбатный уровень в крови достигает своего пика именно через 2 часа. И опять мы будем делать новый забор крови. Предварительно я продезинфицировал руки и, конечно, именно палец, в котором мы будем делать забор крови. Также мы заранее готовим глюкометр, индикатор вставляем, глюкометр, и смотрим на глюкометр. Глюкометр уже жаждет крови. Так, ланцет я предварительно уже взвел, поменял также иглу, чтобы она была максимально острая, так как они быстро тупятся. И делаем прокол в пальце для новой крови. И наш глюкометр жадно пьет нашу кровь. И сейчас мы увидим результат. Сейчас мы получим результат от нашего глюкометра. Ему надо немного времени. И он показывает 98, это 98 миллиграмм на децилитр.
переводим это на наши стандартные нормы Европы и многих других стран, это получается 5,4 миллимоль на литр. И это абсолютно нормально. Наши изменения получились незначительные. Капаем на предметное стекло нашу кровь с витамином С. Этот процесс мне напоминает фильм «Декстер». Кто в теме, тот меня поймет. Ну вот, друзья, еще осталось немного, и мы увидим результат нашей крови, которая так сильно насыщена витамином С. Старое предметное стекло мы поменяли на новое. И вот начинается магический момент. Сейчас мы увидим, надо только подкрутить все детали. Мы смотрим, что цвет крови очень красивый, насыщенный. И мы видим уже даже здесь наглядно, что кровь очень хорошо двигается. И вот, друзья, на вот таком общем увеличении мы видим такую картину. Кровь очень хорошо плывет, просто это какие-то реки. У нас очень хорошее движение. Видно, что уже тех склеек, которые были до витамина С, их намного, их в разы меньше, и вся кровь живая, динамичная стала, и это заметно сразу, даже на таком увеличении. На большом увеличении становится все еще в разы интереснее. Мы сейчас можем наблюдать, например, бактерии, хотя медицина не верит, что в крови бывают бактерии. Но вот в данный момент я не вижу в крови бактерий. Все бактерии куда-то пропали. Антиоксиданты на них так, видно, сработали, что просто вся кровь вычищена от бактерий. Я не вижу ни одной бактерии. Это очень интересный результат. При том, какая кровь у меня была до этого. Это очень интересно. Смотрим текучесть этой крови с витамином С. Это просто не кровь, это сказка. Это очень хороший результат. Даже мой эксперимент с красным вином или с ресвератролом, это даже лучше. Это лучшие показатели крови. Посмотрите на эту замечательную кровь. Ну вот, друзья, в таком расположении, в таком сравнении мы видим, насколько, например, мы видим, что эритроциты стали более свободными и не слипшимися, что свидетельствует о лучшем кровообращении. По сравнению с исходными показателями кровь стала более текучей и менее вязкой. Также, если посмотреть на форму самих эритроцитов, такое ощущение, что они набрали больше кислорода. Какой я сделал вывод из этого эксперимента? Во всяком случае, такие большие дозы не нужно принимать, это очень много. И это я сделал только для эксперимента. На каждый день можно принимать, конечно, в 2 раза меньше, и все будет хорошо. И также я понял, что именно расход витамина С у нас, так сказать, каждый день может быть очень разный. Например, если мы занимаемся спортом, то витамин С, расход у нас очень большой. Также если у нас какая-то работа, связанная со стрессом, во время стресса витамин С у нас улетает просто в огромных количествах, поэтому тоже рекомендуется при стрессе принимать тоже больше дозу, во всяком случае, чем вот эти вот 75 или 90 миллиграмм в день. И что еще интересно, что приматы, которые, вот обезьяны, живущие, например, на природе, они имеют из листьев, из побегов, из разных фруктов, которые они едят весь день, в день они имеют, конечно, огромное количество, они принимают не 4000 миллиграмм витамина С, а у них получается где-то
от 8 до 9 тысяч миллиграммов витамина С. Если вот именно смотреть гориллу, где-то 70-80 килограмм. И это тоже как бы такой интересный вопрос. Для себя я открыл, и я думаю, что именно каму-каму я возьму на вооружение, конечно, не такие большие дозы, а такие средние дозы можно принимать, чтобы не попасть в дефицит витамина С. Этот эксперимент подошел к концу, друзья, но впереди у нас очень много новых экспериментов, много всего интересного, так что подписывайтесь на канал. Пока-пока.